Здравствуйте все любители видеоигр, а также настольных игр. Да, это долгожданный разбор вселенной Absolver. И я решил начать его заново, ибо так получилось, что у меня с первой серии было куча ошибок, большинство из-за неправильного перевода, но это не важно. Единственное видео, где немного ошибок и которое я пока не собираюсь переснимать, это последнее, которое разбор сюжета. Но также еще недавно я решил изменить и формат. Как вы видите, видео станут короче. Я знаю, меня и самого бесит, когда люди разрезают видео на несколько частей. Но тут все немного иначе. Раньше я пытался охватить всю область целиком, из-за чего я капец долго писал текст, забывал рассказывать о каких-то моментах, подолгу собирал лор и пытался придумать теорию. Озвучивал этот текст по несколько дней. Да, из-за этого вы и могли слышать, как мой голос менялся, а также постепенно становился все тише и тише, и на середине снова становился громким. Ну и также из-за этого сложно хорошо смонтировать такое видео одинаково качественно на протяжении всей длительности. Теперь же в видео я буду обсуждать одну тему. Они могут быть как всего на пару минут, так и длиться по 40 минут. Так что не переживайте. Большие видео никуда не денутся. Также теперь вместо того, чтобы снимать разбор вселенной и теорий отдельно, я буду помечать видео тремя категориями. Первая – лорный, где я просто пересказываю лор из игры или других официальных источников. Вторая – расширенный, где я дополняю лор своими теориями, которые основаны на большом количестве фактов. И третья – теория, где я рассказываю свои теории, основания которых не так прочны и с легкостью могут поддаваться сомнению. Соответственно, это все будет помечаться как в названии, так и вот здесь. Да, очень удобно, что эффект устойчивости тоже имеет 3 уровня. Ну и сегодня я решил, что стоит рассказать небольшую теорию, которая поможет лучше понимать заклинания сущности и их возможности. Итак, я считаю, что для понимания работы заклинаний сущности необходимо выстроить ассоциацию музыки с программированием. Каким образом? Ну, тут все просто. Если взять диапазон слышимых частот, разделить его на n-ное количество равных частей, и каждой этой части присвоить определенный символ, мы сможем спокойно зашифровать любой код в виде звука. Основной сложностью будет определить разрядность этой системы, причем от разрядности будет зависеть сложность воспроизведения заклинаний и следовательно вероятность их случайных срабатываний, а также длительность этих заклинаний. То есть, если взять языки с разным количеством символов, к примеру BrainFuck, состоящий из всего 8 символов, C++ и Jelly, включающий, наверное, чуть ли не весь Unicode, при написании одной и той же программы количество символов потребуется разное, а следовательно при разной разрядности придется играть разное количество нот для завершения заклинания. Из этого также следует, что если разрядность большая, то и открытие новых заклинаний может требовать большего количества времени, ведь подобный код не может разобрать ни один язык. Да, я знаю, это делал файл, и тут просто код скомпилирован. Но давайте представим, что это исходный код, хорошо? Однако на длительность также будет влиять то, как построен этот язык. Исходя из моей теории, которую я опубликовал в концепте Absolver 2, код будет выглядеть примерно следующим образом. Объявляем начало заклинания. Прописываем параметры для чистой энергии, чтобы та преобразовалась в нужную нам элементарную частицу. Либо, если у сущности есть ограничения на формирование элементарных частиц, можно просто указать, какие частицы нам нужны. Затем указываем параметры элементарных частиц. К примеру, если мы создаем фотон, нам необходимо указать частоту его колебаний, чтобы определить, будет он радиоизлучением, видимым светом или вообще радиацией.
После чего указываем, какие преобразования нужны на атомном уровне. То есть, если нам нужен какой-нибудь атом, то мы объединяем верхние и нижние кварки в протоны и нейтроны, а затем объединяем их с электронами в нужном количестве, чтобы получить нужный атом. И наконец переходим на молекулярный уровень, где мы объединяем нужные атомы в молекулы, благодаря чему можем создать вещество. Естественно, два последних уровня не обязательны, если вам нужно просто заставить сущность светиться сильнее. Там просто преобразуем энергию в фотоны нужной частоты. Хотя в данном случае мы скорее смещаем спектр излучения из ультрафиолетового в видимое. И да, я думаю, что вы теперь понимаете, что заклинания сущности хоть и являются мелодиями, однако, скорее всего, они будут сильно отличаться от обычной музыки. К примеру, вы можете послушать, как бы звучал код, выводящий фразу Hello World на языке программирования Velato, который как раз использует в качестве исходного кода MIDI файлы. В нашем случае, как минимум тем, что они всегда будут начинаться одинаково, ведь сущности надо дать понять, от какого момента начинать считывать заклинание. Кстати, вас не интересовало, почему для использования заклинаний нужно учитывать не только тона, но и ритмы? Вероятнее всего, это было обосновано больше исторически. Я сомневаюсь, что исследования сущности проходили на полях. Скорее всего, они проходят либо в отдельных помещениях, либо в шахтах, где их добывают, из-за чего звук переотражается от стены потолков и обратно попадает эхом в сущность. Она фиксирует эти колебания и записывает уже другой символ, а не тот, который нужен. Однако, из-за этого не обязательно играть одну ноту, ждать, когда она закончит переотражаться, и начинать играть следующую. Это можно использовать в тех моментах, когда нужно указать три символа, и объединение тона двух крайних даст нужный символ между ними. И соответственно в дальнейшем, когда исследователи повторят это заклинание в другом месте, оно может не сработать, из-за чего, возможно, начнут разрабатываться стандарты к помещениям, способам фиксирования новых заклинаний, а также непосредственно проигрыванию самих заклинаний. Что ж, это вроде все, что я хотел рассказать в рамках этой темы. Надеюсь, что эта теория поможет вам лучше понимать работу заклинаний. Мне она нравится за то, что она отвечает на некоторые вопросы, которые уже давно меня волнуют. Хотя, на моменте озвучки и монтажа видео, я вспомнил, что могу получать ответы на долговолнующие меня вопросы у нейронки. И решил спросить у Ючат, чем отличаются звуки от букв. Ведь звук — это колебание среды, и у него, как и у любой другой волны, есть всего два параметра: частота, то есть высота тона, и амплитуда, то есть громкость. И при этом мы можем спокойно сыграть любую ноту на пианино и потом спеть любую букву той же громкости и высоты. Я думаю, понятно, что различить их не составит труда, что означает, что есть что-то еще, из-за чего мы различаем звуки друг от друга. И вот, я решил задать этот вопрос нейронке, чтобы наконец разобраться с этой хренью. И она мне сказала, что различие в спектре звука. Касаемо формы волны, я так понимаю, что она подразумевала не то, что волна будет не как синусоид, а то, что она будет меняться со временем. То есть, если вы ударите по столу, то звук стука не будет постоянным, а резко появится и резко затухнет. Соответственно, как вы помните, я до ответа нейронки просто разделял звук на частоты.
Ведь я идиот и наивно полагал, что звуки хоть и имеют разную частоту, но при этом они будут объединяться и усредняться в одну. И при этом я знал про то, что можно посмотреть спектр звука и даже работал с эквалайзером. И чё-то ни разу не подумал, а какого хрена в моем голосе есть весь нахрен спектр частот от 20 до 20 тысяч Гц. Короче, это немного ломает теорию, однако в данном случае мы можем как просто выбрать самую громкую частоту в звуке и конвертировать его в соответствующей этой частоте символ, так и учитывать спектр звука, благодаря чему можно будет не только учитывать ноты, но и инструмент, на котором играют. Это возможно, ведь если послушать одну и ту же ноту на пианино и на кото, можно будет с легкостью их различить. Правда, это сильно усложнит понимание работы заклинаний. Однако, таким образом, шанс случайных срабатываний будет стремиться к нулю. А также можно будет значительно расширить количество символов, ведь играя на разных инструментах одну и ту же ноту, можно будет получать разные символы. И еще это даст реальную возможность использования таких ударных инструментов, как колокольчики и бубенцы, ибо они издают множество звуков и контролировать их довольно сложно, чтобы они издавали звук лишь один раз. Но если их использовать, к примеру, как точка запятой и при этом игнорировать повторный звон в течение какого-то времени, они вполне могут существовать и использоваться в заклинаниях сущности. Вот. Ну, теперь точно все. Благодарю всех за просмотр. До свидания.